Нигерийский Лагос — самый крупный город в Африке, представляющий собой настоящую святыню мегаполиса, где под одной крышей сосредоточены как блеск, так и бедность. В этом городе, словно в зеркале, отразились основные противоречия Нигерии. С одной стороны, он считается центром притяжения африканских миллионеров, где расположены дорогие курорты, шикарные рестораны и великолепные бизнес-центры. С другой, именно здесь находятся трущобы, заслужившие печальное звание самых бедных мест в мире, где люди ежедневно сталкиваются с ужасными условиями жизни. По третьим материковым мостом, который является самым длинным из всех трех соединяющих остров Лагос с материком, расположился район трущоб Макоко, так называемая «другая сторона Лагоса». История Макоко началась в XIX веке, когда это была небольшая рыбацкая деревушка, основанная выходцами из соседних стран Таво и Бенин на побережье Лагосской лагуны. Постепенно ее население росло, и в какой-то момент инфраструктура и земля для строительства закончились. Чтобы выжить, людям пришлось уходить на воду. Существует много различных данных о численности населения, но общепринятая оценка показывает, что сейчас в районе проживает около 250 тысяч человек. Однако и эту цифру многие ставят под сомнение. Фактически нормального подсчета населения никогда не проводилось, потому что с точки зрения правительства поселения имеют статус несуществующих и незаконных. Тем не менее, считается, что за последние 15 лет население трущобы выросло в несколько раз, и это неудивительно, ведь в десятке самых крупных стран по численности населения Нигерия в процентном отношении растет быстрее всех. Каждый год Нигерия в среднем прирастает почти на 5,5 миллионов жителей, что сопоставимо с населением Санкт-Петербурга, и это число продолжает расти. Что касается самого Лагоса, то численность его населения за счет миграции увеличивается еще большими темпами. В итоге в агломерации проживают порядка 22 миллионов человек. Это настоящий африканский мегаполис, который трещит по швам из-за наплыва людей, а Макоко — это его неприглядная сторона и один из районов, куда устремляются трудовые иммигранты в поисках лучшей жизни. Такой рост трущобы частично обусловлен тем, что очень легко получить участок под строительство дома недалеко от крупнейшего города Африки. Достаточно прийти к одному из местных глав с бутылкой джина и небольшим денежным подношением. После этого произносится молитва и начинается распределение мест для возведения жилья. Таким образом, многие жители, чтобы обеспечить себе крышу над головой, идут на такие шаги, не имея правового статуса на землю. На самом деле район представляет собой несколько деревень, объединенных в сообщество Макоко. Малая их часть стоит на суше, а большая расположена над Лагосской лагуной. В воде дома из дерева и бамбука опираются на деревянные сваи, создавая уникальный, но крайне небезопасный стиль жизни. В зависимости от размера семьи трущобы перенаселены. Как правило, в каждом доме в среднем живет по 10 человек. Глубина воды под домами составляет около 1,5 метров, а водные пути между домами напоминают настоящие улицы Лагоса, по которым плавают деревянные лодки, основное средство передвижения, без которого не обходится почти ни одна семья. Кроме того, лодки используются не только для перемещения, но и для рыбалки, а также перевозки грузов по трущобе. Они становятся важными торговыми точками, на которых женщины продают еду, воду и товары для дома. Однако в Макоко существуют серьезные проблемы с инфраструктурой. Канализация тут, естественно, отсутствует, а слив туалетов, если таковые имеются, осуществляется прямо в воду. Помимо собственных отходов, сточные воды и прочий мусор из материкового Лагоса стекают прямо в лагуну, то есть в основную водную артерию района. Неподготовленного человека, который впервые окажется здесь,
может стошнить от ужасного запаха, но местные жители к нему давно привыкли. В то время как взрослые стараются избегать загрязненных вод, детей ничто не останавливает, и они безбоязненно плавают и ныряют в этих небезопасных водах, потому что их иммунная система уже привыкла к достаточно низким стандартам качества жизни. Обычному человеку как минимум гарантированы проблемы с желудком после случайного попадания в такую воду. Питьевая вода в Макоко добывается двумя основными способами. Либо ее покупают, либо набирают канистры из больших пластиковых баков, которые стоят в некоторых точках района. Часть из них предоставлена местными властями, но их недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех жителей. В баки вода поступает из скважин, качество которой оставляет желать лучшего. В плавучей части района с электричеством и вовсе возникают серьезные проблемы. В домах на суше ситуация получше, однако она также далека от идеала, так как лишь единицы могут позволить себе оплачивать электричество или иметь генератор, позволяющий обеспечить хоть какую-то освещенность. А уж если в доме есть телевизор, то в гостях у вас будут все соседи и родственники, старающиеся разделить расходы на электричество. Школьное образование в Макоко становится настоящей роскошью для большинства семей. Причинами тому являются как недостаток школьных учреждений, так и невозможность взрослых платить за обучение детей, особенно если в семье есть много детей. В настоящее время на все сообщества приходится всего несколько небольших школ, которые тоже стоят на воде, создавая дополнительные сложности для учебного процесса. В 2013 году в Макоко была построена бесплатная плавучая школа, которая быстро приобрела известность не только в Нигерии, но и за ее пределами. Эта школа в форме буквы «А» была сделана из бамбука и дерева, что подчеркивало экологический подход авторов. Однако, к сожалению, в 2016 году школу забросили из соображений безопасности, и вскоре она рухнула во время шторма, что даже несмотря на проделанную работу, позволило вернуть образование только единицам из числа населенного пункта. Разумеется, в Макоко есть серьезные проблемы и со здравоохранением. Понятно, что ни о какой высококвалифицированной помощи здесь не может быть и речи. Женщины, которые ожидают рождения детей, нередко обращаются к акушеркам, использующим традиционные методы и средства, что ставит под угрозу здоровье мам и новорожденных. Неудивительно, что уровень материнской смертности здесь высокий. Часто случается так, что роженицы умирают в каноэ по дороге за медицинской помощью, что является трагичной реальностью для многих семей с детьми. Кроме того, из-за проблем с доступом к чистой питьевой воде и антисанитарии происходит резкий скачок уровней кишечных заболеваний, таких как холера, брюшной тиф и другие инфекции. Эти факторы также сильно влияют на уровень детской смертности. Разумеется, окружающая среда, грязная вода, отсутствие доступа к медицинским услугам и высокий процент ВИЧ-инфицированных негативно сказываются на физическом состоянии людей, живущих в трущобах. Так практически невозможно встретить стариков, так как люди до старости просто не доживают. Но высокая рождаемость по-прежнему делает свое дело, и население продолжает расти. А сироты, оставшиеся без родителей, это обычное явление, которое выживают только за счет сообщества. Люди из сообщества предоставляют сиротам временное жилье, позволяя им какое-то время пожить у себя в семьях. Но нужно понимать, что данная проблема не решается, так как не каждый может себе позволить прокормить даже свою семью, не говоря уж о детях соседа или дальнего родственника. Порядок в Макоко местные жители охраняют собственными силами. Работает система народного порицания, когда провинившегося выставляют на показ, и такого человека могут даже выгнать из сообщества, что является своеобразным инструментом социальной дисциплины.
Говорят, что таким образом им удается успешно справляться с социальными проблемами, и уровень преступности в Макока оказывается гораздо ниже, чем в других районах Лагоса. Едва ли не главный способ заработка для местных жителей – рыбалка. Многие жители так или иначе связаны с ней. Женщины коптят улов, чтобы отправить его на рынок, расположенный на суше. Также они плетут и распутывают сети для ловли рыбы. Местные ремесленники строят лодки, а передвижные лавки предлагают всем желающим рыбакам овощи, сладости, закуски, бензин и воду, обеспечивая всем необходимым. Основная часть населения района также зарабатывает на жизнь выемкой песка, работают на лесопилках, а дети собирают пластик и сдают его, получая минимальное вознаграждение за свою работу. Однако значительная часть населения трущоб работает в городе, зарабатывая самую необходимую сумму для выживания. Среди немногочисленных развлечений обитателей Макока можно выделить посещение баров, расположенных в домах на сваях, где можно угоститься нигерийским пивом или более крепкими напитками. Местные детей также не остаются без досуга. В Макока есть небольшие площадки, где юные жители могут поиграть в футбол и погонять мяч. Однако основное их развлечение – это, конечно, вода. Они готовы плавать буквально на всем, что способно держаться на поверхности, что делает их развлечение увлекательным, но опасным. Властям Лагоса не очень нравится, что прямо у них под носом расположился столь большой и неблагополучный район, который с каждым годом продолжает расти. Причем расположился он в зоне, где его запросто могут увидеть гости города, поэтому местное правительство стало игнорировать его и людей, живущих там. К тому же трущобы находятся на территории, подверженной наводнениям и штормах, что затрудняет предоставление основных услуг, таких как электричество, вода и канализация. Понятно, что такие трущобы не способствуют улучшению имиджа Лагоса, и когда сильно хочется казаться современным и продвинутым городом, подобная помеха становится практически невыносимой для властей. Штормовые воды и мусор, которые сливаются в лагуну, также порой вызывают гнев созидателей нового Лагоса, который они пытаются построить. В общем, трущобы представляют собой настоящее бельмо на глазу. В 2012 году власти снесли часть незаконных строений, оставив без крови около 3000 человек, объясняя это решение тем, что трущобы разрослись к соседнему мосту и были под угрозой из-за силовых кабелей. В 2016 году губернатор штата Лагос заявил о желании продолжить уничтожение жилья в Макока, пытаясь улучшить облик города. Чуть позже суд постановил, что выселение людей из Макока было неконституционным. На дворе 2025 год, а трущобы и их неразрешенная судьба продолжают оставаться в прежнем состоянии. Жители Макока, по сути, уже привыкли к тому, что они мешают властям и относятся с крайней осторожностью к тем, кто хочет им помочь. Ведь нередко случалось так, что пришлые собирали деньги на помощь району, а затем забирали их себе, оставляя людей в бедственном положении. Люди, управляющие Лагосом, с нетерпением мечтают о том, чтобы снести трущобы и на их месте построить элитное жилье на побережье Лагосской лагуны. Вот только власти не хотят думать о людях из Макоки, ведь если просто снести их дома, их обитатели сами собой никуда не денутся. Пока у района нет даже надежды на светлое будущее, его населению остается лишь терпеть и продолжать выживать, объединившись в сообщество Макока, которое на фоне негативных социально-экономических условий продолжает существовать и бороться за выживание.